Его надо заполнить. Перед вами всем известная 5-рублевая монета. Ее десятилетиями передают из рук в руки, ее бросают, теряют, находят в грязи, и она все равно хранит свой первозданный вид. А все потому, что ее покрывают никелем, который защищает от коррозии. Вообще, мы должны быть благодарны этому блестящему металлическому элементу серебряно-белого цвета. Вот вы сейчас видео смотрите. Скорее всего, что-нибудь жрете? Так вот, когда будете мыть ножи, ложки, вилки, кастрюли, в общем, всю стальную утварь, помните, не ржавеет она благодаря никелю. Это самое популярное его применение. 2/3 всего никеля уходит как раз на создание нержавеющей стали. И, конечно, дело вообще не ограничивается кухонными ножами. Везде, где есть контакт с водной средой, никель приходит на помощь. Посудомоечные машины, холодильники, духовки, стоматологические напильники, автомобильные катализаторы, трубопроводы, ядерные реакторы, лопасти самолета, диски ротора турбины, детали камер сгорания. Так, стоп! Ты название выпуска видел? Зачем мне этот курс «Хочу все знать»? Подождите, сейчас я попробую показать важность никеля, ведь в нем нуждается целый мир. В конце 90-х человечество потребляло 1 миллиард метрических тонн. За 20 лет с развитием экономики потребность в сияющем элементе удвоилась. Сейчас ежегодно миру требуется выше 2 миллиардов тонн. За этими графиками стоят огромные деньги. 1 тонна никеля сейчас стоит около 25 тысяч долларов. При этом в периоды мировых кризисов цена его только растет. В кризис 2007-го доходил до 50 тысяч долларов, а сейчас, когда 24 февраля вызвало разрыв цепочек поставок, его цена опять скакнула до 30 тысяч долларов. Окей. Он много где используется, стоит дофига тысяч долларов. Причем тут космос. Да как это причем? Практически 72 тысячи человек работают на Норникеле. Это, половина населения Норильска, половина целого города, а трудоспособного так вообще почти все. Россия входит в топ-производителей во всем мире. Чтобы вы понимали, 100 тысяч тонн сульфата никеля позволяют создать 700 тысяч аккумуляторов для электрических автомобилей. Норникель в прошлом году суммарно произвел 219 тысяч тонн всякого разного никеля. Если взять цену даже в 25 тысяч долларов за тонну, то получится, что производство Потанина только от никеля получило доход 5,5 миллиарда долларов. А это по курсу рубля, на секундочку, 410 миллиардов рублей. И это просто огромные деньги, на которые можно кормить прям кучу российских городов. Такие деньги покрывают все издержки предприятия, оплачивают работу десятков тысяч людей, что по цепочке влияют на экономику дальше, а также нехило пополняют бюджет Российской Федерации. Причем тут космос. Ладно. Дело в том, что человечество начнет добывать нужные элементы типа никеля прямо в открытом космосе. И не когда-то далеко, а старт проекта намечен через пару месяцев. И вот это полностью перевернет устоявшуюся экономику. Проект по космической добыче, о котором пойдет речь, затормозился из-за допиливания программного обеспечения. Оказывается, айтишники нужны даже в космосе. И сейчас я расскажу вам о классной программе, в ходе которой вы выберете специализацию по ходу учебы, а не до, когда еще нифига не понимаете. Это образовательная программа «Разработчик» от Geekbrains. Geekbrains осознает, что разработчик — это общее слово, поэтому на программе, когда чуть-чуть въедете в тему, только тогда выберите одно из 5 направлений. При этом, если поймете, что выбрали не то, что по душе, сможете сменить направление бесплатно. Именно такой подход делает программу идеальной для новичка, который хотел давно получить востребованную профессию с хорошей зарплатой, в среднем 150 тысяч рублей. Занятия онлайн, но будут доступны и в записи. Время обучения вы распределяете самостоятельно, значит, сможете совмещать с нынешней работой или другой занятостью. А преподаватели с реальным практическим опытом работы в топовых компаниях поделятся актуальными знаниями.
Уже во время обучения вы будете проходить стажировку в компании-партнере, решать реальные задачи и соберете портфолио готовых проектов. И вот еще один немаловажный бонус. Geekbrains гарантирует прилежным ученикам помощь в трудоустройстве. Это прямо указано в их договоре. Так что вполне реально с пары зарплат окупить свое вложение в развитие, особенно если учитывать два факта. Вы можете взять рассрочку и внести первый платеж только через месяц, и сейчас на программу действует скидка 62%. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и начинайте свой путь в мире IT. В этом выпуске я расскажу вам о сокровище, которое блуждает среди звезд. Святой Грааль для земной экономики. Для этого нам нужно подняться выше. Еще выше. Еще и еще чуть-чуть. Вот так заебись. Нам нужно двинуться к орбите Марса, пройти дальше и, не доходя до орбиты Юпитера, на расстоянии 500 миллиарда километров от Солнца, мы найдем нужную нам цель. Блуждающий булыжник — астероид под кодовым номером 16 с таинственным названием Психея. Пилить этот выпуск об этом камне побудил один простой факт. Стоимость булыжника оценивают в 10 квинтиллионов долларов. Это кажущееся придуманное число выглядит вот так. Для сравнения, мировая экономика оценивается в 100 триллионов долларов. То есть вот этот вот камушек дороже, чем все, что создает род человеческий за один год, в 10 тысяч раз. А нельзя было взять какой-нибудь камень поближе? Например, находящийся там на земной орбите? Чё так далеко переться-то? Дело в том, что Психея уникальна в своем роде. В отличие от большинства остальных астероидов, состоящих из камня или льда, Психея полностью состоит из железа и никеля. И вот теперь вы понимаете, зачем было введение в начале про никель, его значимость, распространенность и влияние на реальную экономику страны и мира в целом. И вы уже догадываетесь, что, слушая этот выпуск, сказанное в этом видео не ограничивается одним элементом, там, никелем. Космос — это запечатанная сокровищница, в которой сокрыты железо, кобальт, палладий, платина, золото и хрен знает что еще. А человечество в этой истории — Индиана Джонс. Надеюсь, меня немного зумеров смотрят, а то эта аллегория пройдет мимо. Вернемся к булыжнику Психея, который, получается, правильно называть куском металла, а не камнем. Это здоровенный шар, а точнее эллипсоид с диаметром в 200 километров. Его размер сравнивают со штатом Массачусетс. Мы же можем сравнить с Белгородской областью или Крымом. Так, ёпта, Психея чья? Психея чья? Отвечай. На чьей она орбите? Отвечай. Ты чё нарисовал в видео, что она на орбите Марса? Ну да, на данный момент времени там марсианские базы, действуют марсианские документы, и в ее воздушное пространство без разрешения Марса ты не можешь войти. Ее забрали незаконно. Психея юпитерская. Рисуй как хочу я, исправляй давай. Я вещаю с Марса. Меня за такие вещи могут посадить, и выпуски вообще перестанут выходить. Да и в конечном счете, что это изменит? Разве после моего рисунка изменится реальность бытия, и Психея магическим образом станет юпитерской? Исправляй, сука! Лучше просто представьте. Шахта с ценными металлами размером с Белгородскую область. Но и это еще не все. Помимо экономической цели есть еще одна, исследовательская, которая сможет открыть тайну Вселенной, или хотя бы планеты Земля. Если вы не фанат плоскоземельных теорий Юрия Лозы, Да ведь Челли что-то там открыл, доказал. Ничего он не открыл, ничего он не доказал. Бога шароебской теории. Ты шароеб. то знаете, что в центре земного шара находится сфера с температурой около адовой.
При этом все имеющиеся данные по температуре и составу ядра приблизительные, полученные в ходе разных умных замеров и моделей. Просто потому, что очень сложно подойти к ядру Земли с градусником или взять там образец на исследование. Так вот, пока есть только предположение, что состав ядра — это железно-никелевый сплав, который, как вы уже догадываетесь, ожидают встретить на астероиде Психея. Иными словами, есть версия, что однажды ядро Психеи было раскаленным аки ядро нашей планеты, но сейчас чё-то застыло. А значит, к нему можно подобраться, взять образцы и приоткрыть еще одну завесу тайны мироздания. Можно сказать, что Психея — это Земля, которая не смогла. Астероид под номером 16 — это не просто астероид, это протопланета. Волнительно и прекрасно одновременно. Жаль, что я не родился чуть позже. Как вы понимаете по моему настроению, мы переходим к практической части. Чё, как и когда люди начнут добывать руду в космосе? Ну что, придется несколько остудить возбужденные умы суровой действительностью, в которой реальные действия происходят сильно медленнее, чем в мире идей. На самом деле, астероид Психея еще даже не фотографировали, а то, что я вам показывал, было моделью. Просто астероид ж капец как далеко находится, там под 500 миллиарда километров. Но нет, вы не подумайте, что я вам минут 10 втирал какую-то фантастическую дичь. Команда энтузиастов уже давно пытается превратить фантастику в быль. Они обсуждали идеи еще 10 лет назад, в 2011 году. Им потребовалось 4 года, чтобы описать предварительные 256 страниц концепции, после чего их опять же предварительно одобрила НАСА. Затем ученые, инженеры, проект-менеджеры начали упарываться в детальную проработку проекта, и документация разрослась уже до 1000 страниц. И вот в 2017 году НАСА окончательно включила этих интеллектуальных бойцов космического фронта в свою программу. Им потребовалось для этого 6 лет, чтобы просто получить ресурсы под свой проект. Дальше пошла уже подготовка реальная. Типа постройки вот такого аппарата. И вот 1 октября 2023 года, то есть через несколько месяцев после публикации видео, их штуковина под названием, кто бы мог подумать, Психея, отправится от Земли на орбиту драгоценного астероида. Расчетное время прибытия — август 2029. А что вы хотели? От Земли до точки назначения почти 3 астрономической единицы. Сам узнал недавно такое понятие, как будто взятое из «Звездных войн». Расстояние, переводя на наш человеческий, составляет примерно вот столько километров. При этом туда добывать руду не едут, по крайней мере пока. Сейчас отправляется не рудокоп, а спутник-разведчик. Когда он прибудет на астероид 16, аппарат будет использовать всякие умные линейки и лупы, вот тут их название, чтобы просто понять, что такое Психея. А ведь когда в 29 году эти данные придут на Землю, лет 5 их будут изучать, лет 6 думать, что с ними делать, рассчитывать целесообразность добычи. Это ж, если представить, 6 лет туда надо долететь, собирать руду сколько-то там, может быть даже год, и 6 лет лететь обратно. И ведь еще надо учитывать то, что если таки получится добывать материалы в космосе, то их цена упадет. Ведь предложение увеличится, и условный никель по $25 000 может стоить уже не 25, а грубо 10. Выгодно ли это экономически? Ответ мы получим не раньше 2040 года. Так что выдыхайте, жители Норильска. Еще лет 20 не стоит ждать конкуренцию из космоса. Но сама идея, сам факт, что мы в это время обсуждаем такие вещи не в плоскости научной фантастики, а в плоскости рентабельности проекта, просто завораживает.
Я хочу сказать, что космическая гонка или космическая холодная война или космическая колонизация уже началась. Вы помните, что на Марсе уже тусуются аппараты американцев, китайцев и арабов. Колонизация, ну хорошо, пусть исследование космоса идет уже полным ходом. Да, конкретно Психея — это событие дальнего горизонта, но в космосе полно объектов, которые могут быть полезны нам на Земле. И эти объекты, пусть и не такие несметно богатые, но зато поближе. Например, Луна. И то, что достижения в космосе будут влиять на развитие земного царства. На экономику стран — это лишь вопрос времени. Спустя сотни лет полезные материалы определены уже не Господом Богом и волей случая, а развитием общества и силой инженерной мысли. Преимущество тех, кто родился на газовой трубе, для наших внуков будет не таким колоссальным. И мне очень хотелось бы, чтобы в нашем инфополе мы больше обсуждали состояние космического фронта, а не всамделишного. Живите долго, чтобы увидеть чудеса человеческой мысли. Мы же должны сначала увидеть Психею. Вы знаете, кому отправить это видео. Увидимся на следующей встрече. Yeah.